Добрый день, уважаемые львы! Это ваш второй прогноз на октябрь 2023 года. У меня в руках оракул Лучезарное Солнце. И я возьму отсюда 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет львов в октябре 2023 года? Львы наконец-то могут вздохнуть в октябре полной жизнью, потому что Венера, которая проходилась по вашему знаку, наконец-то развернулась. Ой, заговорилась и взяла 7-ю карту. Ну хорошо, давайте тогда на 7-й сектор, на 6-й сектор гороскопа у нас будет 2 карты на сектор тайны, мы откроем их. Итак, Венера развернулась, поэтому многим львам будет уже легче. И это должно сказаться на ваших партнерских отношениях, Вот как раз первая карта. Здесь мы видим Юпитер в Стрельце. Это партнер, который послан вам Богом, ни больше, ни меньше, потому что здесь у нас, вся карта об этом говорит. Это во-первых, Солнце и Луна, это Twin Flame или родственная душа. Это птица и вот эта шапка какого-то священника, высшего духовного сана. Это как вот рука Господа и удача, большая удача в выборе какого-то партнера, как в работе, так и в личной жизни тоже. Может быть, если у вас уже есть партнер, либо партнерша, муж, жена, вы осознаете ценность этих отношений. Вы, может быть, подумаете, как хорошо, что у вас есть именно этот человек в вашей жизни, что он дан вам самой судьбой, самими небесами, как по этой карте. И потому что, может быть, у многих львов были проблемы в отношениях, когда Плутон в этом году заходил в ваш 7-й сектор, когда Венера разворачивалась, и многие львы волновались насчет личной жизни, то вот сейчас в октябре у вас будет возможность взять этот реванш, почувствовать, что вы любимы, что вы можете быть счастливы, что вы достойны лучшего, самого лучшего партнера. Но это только первая карта. Сейчас мы еще будем открывать другие карты, чтобы посмотреть, что здесь может быть. Вот эта карта negotiation или договоренность, она уже который раз выходит в колодах предсказаний для других знаков зодиака. И это очень хорошо, это все-таки говорит о том, что Вселенная хочет сказать, что очень много вопросов у людей решится, связанных с финансовыми делами. И, наверное, не зря, потому что это 2-й, 8-й сектор финансов, который вы зарабатываете, ваша работа, помощь для вас, других людей, спонсоров, ваших партнеров. И у вас, и у вашего мужа, у жены улучшится финансовое положение. Здесь опять символ, небесные символы, солнце, луна, звезды. Это как бы открытое такое общение с вашим любимым человеком, если он у вас есть, Это высокая самооценка, и вы ощутите себя на новом уровне. В октябре львы определенно, у вас улучшатся дела, кто-то получит какую-то помощь, наследство, заслуженную какую-то работу, награду, премию. Вы будете очень успешно вести переговоры с другими людьми. И вот по этой карте, если вы хотели найти какую-то другую работу или новую работу, имеется в виду 2-ю какую-то работу, то здесь очень большая вероятность того, что ваша профессия, ваша должность, которую вам предложат, будет вас удовлетворять. Также, если это с работой не связано, то это может быть помощь от вашего партнера, партнерши, которые тоже каким-то образом влияют как на вашу самооценку, так и конкретно на ваше финансовое состояние в октябре. Благоприятно влияют. 3-й, 9-й сектор. И вообще он у вас, кстати, очень активен будет. Вот именно на оси 3-го, 9-го сектора у львов будут проходить затмения. У нас в октябре 2 затмения, которые случится 14 октября и следующее 28 либо 29 октября, в зависимости от той страны, где вы живете. И многие львы, может быть, переехали, либо задумываются о переезде.
И здесь вот по этой карте Луна в Рыбах, или тут написано эмпатия, да, вы как-то, у вас очень усилится интуиция относительно того, где вы хотите жить, с кем вы хотите общаться. Может быть, интуиция, вы начнете слышать что-то эзотерическое, да, с эзотерическим связано, потому что Нептун — это всегда и знак Рыбы, это всегда что-то такое удивительное, волшебное. Может быть, вы общаетесь с животными, да, как на этой карте. Видите, мальчик смотрит на собачку, здесь птица приносит что-то на ухо, да, птичка вам что-то нашептала, напела. То есть вы как-то, очень становитесь интуитивными именно в октябре, львы. К вам приходят какие-то особые сообщения, поэтому не пропустите, да, может быть, вам природа, животные, ваши сны, какие-то знания любые, которые вы получаете, это не случайно, скорее всего, вам что-то хотят передать, какую-то информацию, даже вот этот расклад. И еще это может быть, вы переедете жить куда-то поближе к какому-то водоему, к реке, к морю, может быть, на природу, может быть, вы переедете и заведете себе домашнее животное какое-то, да, у вас сменятся у вас соседи, у кого-то может появиться брат или сестра, да, если вам по возрасту это актуально, либо у вашего брата или у сестры какие-то большие перемены могут быть в жизни, и вы как-то тоже, естественно, принимаете в этом участие. Может быть, вы найдете вашего брата или вашу сестру, да, с которым вы никогда не виделись, узнаете об этом, и вот эта тайна как раз откроется. А также это новые способности, которые у вас были заложены всегда, и сейчас вы их открываете. По 3-9 дому это могут быть способности к иностранным языкам, способность делать что-то руками, как я уже говорила, слышать, допустим, животных, других людей, духов, там как-то интуитивно считывать информацию. Вот это все для вас, львы, будет очень актуально в октябре. Вы можете написать в комментариях, было ли у вас что-то наподобие, как для вас вот эти вообще затмения проигрались на оси 3-9 дом, оси знаний и даже за границей, да. Луна в Рыбах, еще один ее аспект — это иммиграция в далекие какие-то страны, да, то есть переезд может быть как в вашей стране, так и в других стран, в другую страну вообще. Вот. А может быть, это связано с вашим распорядком дня, с вашим климатом внутри дома, внутри семьи, режимом жизни, тоже может у некоторых львов меняться, но это я уже добегаю вперед. Сейчас у нас будут карты, которые говорят как раз за режим дня. Это что, 12-й дом? И здесь опять, видите, знак Рыбы, Inspiration, или Меркурий в Рыбах, в секторе семьи и карьеры. Но здесь вы успешно как-то сочетаете и семью, и работу. Вы знаете, куда вам следует двигаться, да, в работе, какие проекты воплощать в жизнь. Если это связано с семьей, с делами там, да, семейными, вы знаете, какой дом купить, куда опять же переехать, как организовать свой быт. Меркурий в Рыбах может приносить вам интуицию, вообще во всех сферах жизни. Здесь даже я не могу ничего конкретного выделить, потому что Меркурий в Рыбах — это очень широкого значения карта. Здесь вот видите, все как бы сочетается. И красота, и планета тут Солнце, и строительство, архитектура, да, то есть это как видение ситуации вообще со всех сторон. Вам нужно только поверить вот в интуицию, которую мы уже про нее говорили по этому сектору, да. Может быть, вы будете читать какую-то такую определенную литературу, слушать каких-то блогеров и откроете в себе вот реально что-то. Может быть, у кого-то это будет работа даже связана с тем, что вам надо вот именно ваши творческие способности вкладывать сюда. И вам не у кого будет спросить, вам только это вы сами знаете, вы сами себе как будто бы будете говорить, как вам вести дальше свои дела, свою жизнь. Ваша самая главная цель в жизни, ваш статус. Это все идет вот по 10-му сектору гороскопа. 5-й, 11-й сектор — это ваш сектор, львы, и здесь у нас опять Меркурий во льве. Вообще такое впечатление, что у вас будет много общения, много информации.
как с вышестоящими, с начальством, так и с вашими друзьями, с какими-то группами, коллективами. Может быть, вы набираете новых людей для бизнеса, может быть, вы сами открываете какой-то новый бизнес, или, как это правильно сказать, хотите войти в коллектив какой-то людей по интересам, да? Это может быть и политика, и искусство, и любые вот какие-то группы, коллективы, в том числе и эзотерического характера. И здесь вот такая карта Меркурий во Льве — это что-то показное. Может быть, вы любите, конечно, все вот эти театральные представления. Часто у львов работа связана с выставлением своего творчества на показ, да, с выступлением на публике. И здесь такое впечатление, что в октябре вы будете привлекать публику именно какими-то драматическими сюжетами. Видите, здесь написано драма. Может быть, какие-то ситуации, связанные с вашими бизнес-партнерами, друзьями, в социальных сетях, если вы рекламируете, будут представлены несколько драматично. Может быть, какой-то конфликт разыграется на виду у зрителей, у ваших клиентов. Или это вообще ваши клиенты, да, которые будут очень конфликтные, особенно в октябре вам необходимо будет решать эти проблемы, но как будто бы это все сделано не потому, что там вы плохо как-то работали, а потому что, просто вот сама драма, да, это как наша жизнь состоит из драмы, комедии, иногда бывают споры, иногда все хорошо, и вот здесь вот у вас могут возникать какие-то такие ситуации, может быть, вы даже сами будете их искусственно создавать, вы захотите какой-то остроты эмоций. Это, кстати, может связано с личной жизнью, с романами. Здесь очень может быть новый какой-то роман. Но по карте драма я не думаю, что он будет очень долгий. Скорее всего, это полудружеские, полулюбовные отношения, может быть, какой-то флирт. Да? Может быть, вы начнете с кем-то знакомиться, а потом узнаете, что человек не свободен. Вот это драма, да, какая-то. Но такая, не очень серьезная, да, вы сможете быстро забыть это и заняться какими-то другими делами. А вот здесь как раз две карты я взяла, тоже интуитивно, да, и это 6-12 сектор, один из главных секторов в гороскопе человека, да. И здесь мы видим карта решения, Марс в Близнецах, и карта оскорбления, да, insolation, где Сатурн в Деве, то есть это какая-то кармическая карта. Какое-то кармическое решение необходимо будет принять многим львам именно в октябре. Либо решение, которое вы принимаете, будьте осторожны, потому что таким образом вы можете повредить какому-то другому человеку, навредить, да? Это вы можете расстроить своим решением кого-то еще. Возможно, вы будете действовать очень расчетливо, исходя из своих интересов, да? Но при этом причиняя боль какому-то другому человеку. Либо наоборот, кто-то очень расчетливый на вашей работе, среди коллег или личных партнеров, и это тоже оскорбляет вас. Но здесь тоже такой философский вопрос, что считать оскорблением, да? И вот здесь у нас была карта драма, поэтому многие львы в октябре могут чересчур драматично воспринимать многие жизненные ситуации, подходить все с горячим умом, не с холодным, да, расчетом, а вот именно с горячим умом вы можете подходить к решению каких-то ситуаций, да, и либо наоборот, может быть, вы думаете, что вы действуете по расчету, все рассчитали, а не вышло, да, то есть здесь у вас есть какие-то еще кармические обстоятельства, которые, возможно, будут вас напрягать в какой-то сфере жизни. Кстати, это может сказаться на вашем здоровье, если вы из-за чего-то расстраиваетесь, волнуетесь, чересчур эмоционально воспринимаете какие-то моменты жизненные, это, может ослаблять ваше здоровье, вашу энергию, и у вас не будет настроения, чтобы творить, заниматься каким-то творчеством, а это вам ведь так необходимо, львы, да, потому что многие из вас... Если это не творчество в работе, то это драматические отношения с кем-то, да? Давайте возьмем несколько карт из колоды «Мистический понедельник».
или мистические понедельники. Это такой усовершенствованный новый взгляд на классическое Таро от таролога из США. И посмотрите, что вышло. Это карта дурака и король кубков. Но, во-первых, карта дурака – это, понятно, непривязанность к какой-то ситуации, это действие, опять же, интуитивно, по импульсу, желание какой-то легкости. Иногда это полезно, да, может быть, действительно карты дают вам совет, что нужно отгородиться от какой-то ситуации и обратить внимание на что-то большее, на свои чувства, эмоции, на то, что вам дорого и нравится вот в данный момент времени, да. Но в то же время по королю кубков это какие-то чувства глубокие. Если вы женщина, то здесь, конечно, может быть, в вашу сторону будет проявляться какой-то мужчина, да, который будет очень сильно вас заинтересован. Но вы, если, например, представлены здесь картом дураком, вы не очень-то готовы, что ли, пока к такой волне чувств, да, от короля кубкового. И наоборот, если вы мужчиной смотрите этот расклад, возможно, вы хотите более глубоких, более чувственных отношений, а ваша женщина где-то витает в облаках, и сейчас ее интересуют совсем другие дела, да, а не вы конкретно. Но мы можем взять еще другую карту, что здесь может быть такое интересно. Пятерка мечей. Но пятерка мечей — это тоже не совсем честная карта. Здесь есть какая-то, опять же, вот нечестность, может быть, и драматичность в отношениях. Что-то складывается не совсем так, как вы хотели. Хотя по кубковому королю я вижу, есть любовь, есть чувства, но они какие-то пока еще односторонние, да, нету, если вы хотите создать какую-то пару, отношения, да, если для вас актуальна эта тема, я не вижу пока обоюдного желания, как будто вы на разных берегах сейчас находитесь, да, и то, что хочет один, пока еще не совпадает с тем, что хочет другой человек. Поэтому здесь, как я уже и говорила, более такой дружеский флирт какой-то, да, и вот карта драма тоже, это может быть какая-то драматическая влюбленность, когда один человек хочет одного, а другой другого, и когда вы это осознаете, вам не очень нравится, да, то, что получается в итоге. Но каждое отношение — это какой-то определенный опыт, который дан нам не просто так, и нам нужно его пережить. Поэтому ли вы не унывайте. И это общий расклад, да, поэтому вы берете только то, что резонирует с вами, что не резонирует, оставляйте здесь. Карты всегда принимают на себя негатив. Я желаю вам успеха во всех ваших начинаниях в октябре 2023 года. Пишите комментарии, подписывайтесь и до встречи на моих новых видео совсем скоро. Пока-пока.